Всем доброго времени суток! Вы на канале Knit Solo, это канал о вязании, меня зовут Валентина. В сегодняшнем видео вместе с вами я буду вязать тунисским крючком. У меня он выглядит следующим образом. То есть это крючок, который длиннее, чем обычный крючок для вязания. И сегодня я буду вязать с вами узор, который с лицевой стороны напоминает лицевую гладь спицами. Начинаю вязание с набора цепочки из воздушных петель. Я набрала цепочку из воздушных петель и дальше буду вязать первый ряд. В первом ряду я вытаскиваю из каждой воздушной петли цепочки петлю при помощи рабочей нити и оставляю ее на крючке. Значит, у меня сейчас на крючке одна петля, после которой идет еще одна петля в цепочке. Я ее пропускаю. И из следующей воздушной петли я вытаскиваю петлю, которая у меня останется на крючке. Ввожу в эту петлю крючок, захватываю рабочую нить, вытаскиваю и оставляю на крючке. Следующая петля. Ввожу крючок, захватываю рабочую нить, вытаскиваю и оставляю на крючке. И таким образом я набираю петли до конца ряда. Я набрала петли по всей воздушной цепочке, и из последней петли, для того чтобы не было скоса полотна, я вытащу еще одну петлю, вот так. И сейчас я буду вязать в обратном направлении, то есть закрывать по 2 петли в начало ряда, вот сюда. Захватываю рабочую нить, протаскиваю через 2 петли, которые рядышком находятся на крючке. Захватываю рабочую нить, протаскиваю ее через 2 петли, которые находятся рядышком на крючке. И таким образом вяжу в начало ряда. Я провязала ряд до конца, и сейчас я буду вязать следующий ряд, который непосредственно будет уже формировать сам узор. Если вы смотрели мое предыдущее видео, где я показывала, как вяжется тунисский столбик или простая плетенка, еще называют этот узор, то вы должны помнить, что вводился крючок под вот эти вертикальные столбики для того, чтобы сформировать этот тунисский столбик. А сейчас вот таким образом. А сейчас для того, чтобы связать этот узор, который мы сегодня с вами вяжем, мы будем вводить крючок вот в эту петлю. Вот одна дужка этой петли, она вот сюда проходит за цепочку и вот заканчивается вот дужка. Значит, крючок нужно ввести в эту петлю и вывести с обратной стороны вот так. Давайте еще раз покажу. Вот петля. Вот здесь она заканчивается. И мы вводим крючок в эту петлю вот так. Захватываем рабочую нить, вытаскиваем и оставляем на крючке. Следующая петля то же самое. Вводим крючок в эту петлю, выводим с обратной стороны, захватываем рабочую нить, вытаскиваем и оставляем на крючке. И так далее до конца ряда. Я провязала до конца и сейчас буду вязать последнюю петлю. Ввожу таким же образом крючок, захватываю рабочую нить, вытаскиваю петлю, оставляю ее на крючке. И сейчас из этой петли я вытаскиваю еще одну петлю для того, чтобы не было скоса полотна. Вот так. И сейчас я буду вязать в обратном направлении этот ряд, то есть закрывать по 2 петли, так как я делала это в предыдущем ряду. Я провязала ряд до конца, и сейчас я буду вязать следующий ряд точно таким же образом, как и предыдущий. То есть я буду вводить крючок в петлю, выводить крючок буду с обратной стороны полотна, вот так. Вот петля, вот начинается, а вот здесь она заканчивается. И в эту петлю я ввожу крючок, вывожу с обратной стороны, захватываю рабочую нить, вытаскиваю ее и оставляю на крючке. Таким образом, следующую петлю ввожу крючок, захватываю рабочую нить, вытаскиваю и оставляю на крючке. И таким образом вяжу до конца ряда. В конце ряда, как обычно, последнюю петлю мы вытаскиваем
И из этой петли вытаскиваем еще одну петлю для того, чтобы не было скоса полотна. Вот так. И вяжем в обратном направлении, то есть закрываем по 2 петли в начало ряда. Я провязала ряд до конца, и сейчас я буду вязать все последующие ряды данного образца точно таким же образом, как я вязала предыдущие 2 ряда. Я сейчас свяжу образец за кадром и покажу вам, как получается узор. Я связала образец несколько сантиметров в высоту. Вот как получается узор с лицевой стороны. Вот так он выглядит с изнаночной стороны. Узор напоминает лицевую гладь спицами, но является намного плотнее и намного стабильнее. На сегодня у меня все. Всем всего хорошего.